Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу предложить вам вот такой джемпер на лето в легком, непринужденном стиле, который свободный крой, очень характерен, и будет хорошо смотреться на любой возраст и любой размер девочки. У нас используется приятный салатовый цвет, цвет зелени. Я бы так сказала, цвет лета. Как видите, кофточка наша вяжется очень легко, вяжется двумя деталями. У нас цельновязанные рукава используются. И, в общем-то, вертикальный узор, что, согласитесь, будет внешне вытягивать фигуру и стройнить. Да? Красивая нежная кофточка очень, в общем-то, меня заинтересовала. Я сделала расчеты на размеры 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Вот. И сейчас я вам полистаю эту модельку, могу ее приблизить, хотя не очень-то четкие фотографии, бывают и лучше, да, желаем. Это модель из иностранного журнала, я не помню из какого, вот сохранилась у меня отдельно в папочке, да. Посмотрите, узор какой интересный. У нас тут ажурные дорожки и ажурные ромбики идут. И с двух сторон лицевая гладь. Далее у нас, это то же самое моделечка, да. Так, и у нас по спиночке это просто лицевая гладь. Имейте это в виду. Так, дальше, девочки. Сейчас мы с вами начнем с выбора пряжи. Как всегда, у меня будет предлагаться вам альтернативный вариант пряжи. То есть не обязательно той, с которой мы вяжем образец. Есть похожие и не хуже качеством. Так, и приступаем. Итак, давайте к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Девочки, для вязания этого красивого джемпера предлагаю пряжу Этрофил Пумуклу Бэби. По итальянской лицензии, изготовлена в Турции. Пряжа очень мягкая, очень приятная. Цвет у меня используется, смотрите, 70, 461. Цвет такого очень приятного нежного салатового цвета. Теперь по метражу давайте посмотрим. 100 грамм у нас 260 метров и это полухлопок, 55% хлопок и остальное акрил. Спицы мы используем 3,5. И вот так у нас с вами выглядит узор. Здесь я связала только одну дорожку. По центру самого изделия вяжется 3 таких подряд ажурных мотива с ромбиками. И с двух сторон, так же как в моем образце, лицевая гладь идет симметрично. Вот таким образом выглядит наш узор. Показываю вам узор такой правильной симметрии. Довольно интересно смотрится. В общем, красивый узор. Вертикальные вот эти ажурные дорожки будут очень-очень великолепно смотреться. Показываю вам, да? Очень красивый получается у нас вид узора. Приятно смотреть, несложно вяжется. За счет вертикальных ажурных дорожек фигура будет узор вытягивать, будет стройнить, моделька будет. Вообще это такой у нас получается оверсайз, сама по себе модель свободного кроя, да. И вот так смотрится наш ажурный узор. Так, и давайте сейчас еще разочек покажу вам альтернативную пряжу, то есть покажу пряжу другую пряжу. Давайте еще последний разочек посмотрим. Так, пряжа альтернативная у нас будет Alize Cotton Baby Soft. Здесь немножко другой цвет
попадете в плотность, девочки. Так, у нас с вами цвет 43, салатовый такой, тоже красивый, нежный. Затем по метражу в 100 грамм 270 метров. И это тоже полухлопок. Тоже полухлопок. Где-то здесь про метраж пишут. Так, и вот здесь вот про состав. 50% хлопок, 50% акрил. Тоже Турция пряжа. Цвет, как я уже называла, да? 41. Дальше. Следующие варианты у нас идут Alize Cotton Gold. Ну, хобби это из-за того, что здесь у нас, смотрите, тон совпал, да? Очень похожий цвет пряжи. Здесь 50 грамм, поэтому хобби. А если вы возьмете просто Alize Cotton Gold, то это будет у нас в 100 граммах будет метраж 330 метров. Здесь у нас ровно в половину. Это тоже полухлопок, видите, 55% хлопок и 165 метров, да. И в 100 грамм, как я уже сказала, 330 метров будет. Ниточка хорошего качества, красивый цвет. Они очень похожи, вы видите, да, даже это ярче смотрится, поинтереснее даже, если так по расцветке брать. Так, теперь следующий момент у нас. На замену пойдет вот эта пряжа Yarnart Jeans, тоже 50 грамм 160 метров. И тоже полухлопок. Тоже ниточка хорошо скручена, как видите. Цвет, конечно, вы выберете тот, который вам будет нравиться. Я же вам просто предлагаю альтернативный вариант. Итак, мои дорогие, альтернативный вариант я вам показала. Пожалуйста, попадете в плотность, если будете вязать из этой пряжи. Одинаково все получается. Но мне больше, конечно, вот этой я пряжи отдаю предпочтение и вот этой. У них особое качество, особая выделка нити. Эти, конечно, попроще. Я бы так сказала. Эти будут более богато смотреться. Но они и дороже, девочки. Вот это вообще под шелк косит, знаете, с таким шелковистым блеском получается полотно и очень нежное. Знаете, вискоз такой, вискоза как будто. Хотя это просто акрил и полухлопок. Хлопок с акрилом. Так, мои дорогие, вот это качество мне нравится, и я его рекомендую вам, эту пряжу. А сейчас давайте посмотрим схему этого узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Про условное обозначение давайте вам сейчас расскажу. Хотя здесь вот они по-иностранным написаны. Я, конечно, ничего не переводила, знаете, так по наитию, да, скажем так, по смыслу. Так, девочки, слишком увеличила, наверное. Смотрите, ну, пустая клеточка – это лицевая петля. Накид обозначается кружком, круг. Вот эти черточки наклонные, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, это с наклоном влево. Вот эта треножка, это у нас 3 вместе лицевой с наклоном влево идет. Ну и, в общем-то, все. На этом все. Изнаночных петель здесь совсем нет, как вы видите. Да? И вот этот знак, я его сделала тройным обвитием. Вот, я не понимаю, что это вот это такое. Честно, я приближала модель и скажу вам, что это обвитие идет в оригинале. 3 раза. Я покажу вам сегодня в образце, как это выглядит. Так, и давайте выкройка. Это родная выкройка из журнала. Здесь не проставлены размеры, только ширина, да, и высота. Я буду сегодня детально рассказывать вам про те размеры, которые в нашем расчете участвуют. И, в общем-то, все их назову и нарисую схематично. Вот такое описание у нас будет составлено. На размерчике вот здесь вот все указаны, да. И, в общем-то, сегодня в процессе мы определим плотность, она уже вот здесь вот у меня дана, да, и, в общем-то, вот это наше, собственно, описание идет, которое я выкладываю под видео, смотрите, это все
в виде текста под видео. Я об этом рассказывать сейчас, читать не стану, конечно же. Мы с вами сегодня сделаем расчеты, то есть данный проект включает и мои объяснения по каждой цифре этого расчета, откуда взялись эти петли и как их получить, и что такое ряды, и почему их надо считать, и что такое вертикальная плотность. Заострюсь на этом сегодня я внимание. В той части, когда мы свяжем образец, сделаем с вами влажную тепловую обработку, измерим плотность вязания, и вот тогда начнется расчетная часть. А сейчас мы начинаем с вами вязать образец. Для вязания образца, девочки, я набрала 41 петлю. Сам мотив ажурный по центру занимает 23 петли. Ну и, в общем-то, сами решите, сколько лицевой глади и вообще нужна ли она вам для образца. У меня вот я решила сделать по 8 петель с двух сторон лицевых. Итак, в общем, 8 петель я буду вязать лицевыми. Я их показывать не буду. Вот. И начну я вам показывать сразу ажурный мотив наш на 23 петлях. Итак, девочки, смотрите. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Еще одну лицевую, 6. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем такую же ажурную дорожку, которую вязали в самом начале, на 5 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, наш мотив на 23 петлях связан. Вообще раппорт будет составлять без этих 5 на 23, так, без этих 5 петель он будет составлять, получается, 18, раппорт 18, а эта ажурная дорожка на 5 петлях, она для симметрии у нас идет, крайне левая. Так, ну и далее у нас 8 лицевых. Я про лицевые больше не буду ничего говорить, сразу буду с ажурного узора. Кромочную мы вяжем изнаночной, переворачиваем и все четные ряды вяжем изнаночными петельками. Третий ряд. Ажурная дорожка вяжется точно так же, как первый ряд. То есть у нас всего раппорт составляет 2 ряда в высоту. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Далее опять идет ажурная дорожка на 5 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, наш ажурный мотив на 23 петлях связан в третьем ряду, и у меня идет лицевая гладь. 5 ряд, ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, связали. И далее опять идет ажурная дорожка на 5 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном влево, вправо, накид,
лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 7 ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, ажурная дорожка на 5 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и лицевая гладь пошла. Так, вяжем с вами 7, так, 9 ряд. 9. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Затем вяжем 3 лицевые и начинаем их обматывать нитью. Я это делаю следующим образом. Я снимаю, возвращаю эти связанные петельки и вот так вот набрасываю нить. Затем я их снова таким образом возвращаю на правую спицу обмотанные, затем опять на левую, обматываю нить, снова возвращаю на правую, снова на левую и 3-й раз обматываю и уже окончательно возвращаю на правую эти связанные петли. И далее вяжу снова 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, ажурная дорожка на 5 петлях, вяжем как 2 вместе лицевой с наклоном влево, вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Ну и далее лицевые пошли петельки. 11 ряд. Ажурная дорожка я уже связала. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и продолжаем вязать 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Ажурная дорожка на 5 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали 11 ряд. 13 ряд вяжем ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Связали. Ажурную дорожку вяжем также на 5 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Ну и лицевая гладь пошла. 15 ряд, ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. У нас осталась с вами ажурная дорожка на 5 петлях,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и лицевая гладь. Я не буду вязать 16 ряд, все петли изнаночные мы вяжем. Вот. Затем повтор раппорта с первого ряда. Вот такие очаровательные у нас ромбики получаются. Наша задача сейчас сделать влажную тепловую обработку этого образца и посчитать плотность вязания. Итак, делаем влажную обработку тепловую паром, горячим. Тянем образец. Распрямляем наши края, они у нас будут участвовать в расчете плотности, в том числе и кромочные надо обязательно выпрямить, девочки. Так, еще разочек я потяну во влажном состоянии и оставлю в расправленном виде сохнуть. Итак, пусть сохнет. Итак, наш образец высох. Вот так он сейчас выглядит. Ну, тут у нас естественным образом края все равно будут немножко закругляться, потому что это лицевая гладь, сами понимаете. Так, девочки, вот так выглядит наш ажурный узор, очень красивый. И сейчас мы с вами возьмем обычную линейку и посчитаем плотность вязания. Итак, лежит в расправленном виде полотно. Аккуратно края распрямляем, чтобы у нас ничего не растягиваем, а просто распрямляем вот эти закруглившиеся краечки. У меня получилось 20 сантиметров. Дальше. 41 петля в моем образце, 41 разделить на 20, это будет ровно 2. Запишем, что в 1 сантиметре 2 петли. Теперь по вертикали. Берем также линеечку и измеряем высоту образца. В моем случае это 20 сантиметров. И считаем, сколько здесь связано рядов. У меня ровно 3 раппорта. Без одного ряда я его не вязала, да? Один ряд, 16. То есть 16 умножить на 3 раппорта получается 48, ну 47. 47 рядов разделить на 20 сантиметров. Получается 2,35. Плотность по вертикали. И запишем, что в 1 сантиметре 2,35 ряда. Эти цифры сейчас нам будут нужны в расчетах. Девочки, сегодня мы будем строить расчет по этой выкройке. И давайте сразу приступим к обсуждению размеров. Будут у нас сегодня участвовать размер 42, 44, 46, 48, 50, 52 размеры. Ширина у нас будет, как обычно, я беру там 47,5 первый размер, второй размер получается 52,5 и третий размер 57,5 сантиметров. Ширина спинки переда одинаковая. Вообще все детали у нас в принципе вяжутся одинаковые, перед и спинка. И вы видите сольновязанные рукава. Здесь у нас разница в вырезе горловины. Начинаем вязать снизу вверх. Начинаем вязать с планочки на высоту 5 сантиметров резинкой 1 на 1. Хотите 2 на 2 сделайте, как вам нравится. У оригинала 1 на 1 резинка. Вот. И распределяем петельки сразу после резинки.
Следующим образом, значит, вот здесь я нарисовала. Для всех размеров расположение узоров будет именно такой на 59 петлях. Что значит цифра 18, 18 и 5, да? Обращаю внимание к нашей схеме. 18 это то, что выделено красным на схеме. Это раппорт узора. И 5 это то, что идет слева. Это ажурная дорожка у нас. Она для симметрии добавляется вот на этом схематичном изображении узора. То есть мы вяжем. Ажурная часть составляет 59 петель, вяжется строго по центру и в себя включает 3 раппорта по 18 петель и 5 петель ажурной дорожки для симметрии, как мы вязали в образце. Так, и здесь я уже схематично изобразила, как выглядит наше расположение. Итак, по центру идет 59 петель для всех размеров. Вот ажура, да? И с двух сторон идет лицевая гладь. Первый размер 17 петель по 17 петель, второй размер по 22 петли и третий 27 петель, плюс 2 кромочные. Первый размер всего имеет 95 петель. Считала я путем умножения ширины 47,5 умножить на 2. Это наша плотность расчетная по горизонтали. В 1 сантиметре 2 петли мы узнали, да? И получилось 95 петель. Для второго размера ширину я также умножала на 2, получилось 105 петель. И для третьего размера я вот тоже умножила на 2, получилось 115 петель. 52,5 на 2. Так, с этим все понятно, да? И вот я еще раз показываю расположение. 95, 105, 115 по размерам и лицевая гладь симметрично с двух сторон от центрального мотива ажурного нашего. Так, дальше. В общую длину изделия я закладываю 60 сантиметров, девочки. Высота 60 сантиметров изделия. И, конечно, эта мерка очень индивидуальная. Я думаю, что вам надо будет ее под свой рост, под свое желание скорректировать. Вот. И вот эта величина проймы цельновязанного рукава, у нас тут рукав, добавится петли, она составит 20, 21, 22 сантиметра, это ширина. Так, на вырез горловины у меня приходится 20, 21, 22 сантиметра, и в петельном эквиваленте это будет 41, 43, 45 петель. Вот тут будет 20,5, скажем так. Надо было, чтобы было нечетное число, поскольку в наборе участвует нечетное число. Дальше, для цельновязанного рукава на высоте 31, 30, 29 сантиметров мы с вами прибавляем петли. Одновременно, одним, значит, рядом, справа и слева по 10 петель. И все это в лицевую гладь будет как бы входить, да? Продолжение нашей лицевой глади по узору, да, как вот здесь у нас 17 было лицевой глади и еще 10, будет 27, да. Так, здесь все понятно. У нас что? Глубина по спинке выреза будет 2 сантиметра, по переду 8 сантиметров вырезом. Вот. На определенной высоте, сейчас заостряю внимание, обязательно все сантиметры, которые на выкройке, переводите в ряды. Когда вяжете, обязательно считайте ряды. Ни в коем случае не надо ничего мерить сантиметрами. После стирки изделие вытягивается и будет не той длины, которую вы хотели. Надо применять правильную технологию вязания. Вот этот коэффициент плотности по горизонтали и по вертикали, который мы с вами сегодня определяли. Так. Это тоже понятно, да? И, в общем-то, вот в этой части у нас уже будет 115, 125, 135 петель на спицах. Мы вяжем, продолжаем высоту и вот подходим к скосу плеча.
Высота скоса составляет 4 сантиметра. Я перевела это с помощью вертикальной плотности в ряды, получилось 10 рядов. Я 4 умножила на вертикальную плотность. 4 сантиметра высота умножить на 2, 35. Наша плотность по вертикали. Вот это число. И получилось 10 рядов. Почему 9? Ну, всегда пишется четное число. Можно было 8 написать, я написала 10. Да? 10 рядов, и на высоту 10 рядов в каждом втором ряду мы будем делать убавки. Как это красиво и так плавно закрыть петли, я описываю в описании под видео. Здесь я просто говорю, что на плечи у нас вместе с рукавом, то есть объединили, да, получилось 37, 41, 45 петель. И их на высоту 10 рядов мы будем закрывать в той последовательности, что есть в описании. То же самое касается скруглений по вырезу горловины. Здесь я тоже сейчас не буду эти тонкости рассказывать. Почитайте в описании под видео. Всю технологию вязания выреза мы закрываем средние петли и затем обе половины вяжем раздельно, закрывая последовательно также в каждом втором ряду некое количество петель, которые вы прочитаете в описании под видео, девочки. Вот. Вот таким образом свяжете детали. Да, глубину выреза я уже сказала. На какой высоте начинается формироваться вырез, тоже есть в описании под видео. Вот, причем эти мерки вы измеряете под себя, поскольку длина изделия взята на средний рост 60 сантиметров. И мерка очень такая сугубо индивидуальная, я бы так сказала. Ее нужно корректировать под себя. Да? И, в общем, после того, как все детали у вас связаны, вы их немножечко так уже отпарили, да, они выпрямились, и можно собирать изделия. Делайте, девочки, вначале плечевые швы аккуратно, и затем на круговых спицах вяжете вырез горловины, планку. Тоже резинкой 1 на 1, 2 на 2. Ну, то есть она должна согласовываться с нижней планкой. Отделка такая же должна быть. Далее, по проймам то же самое. Поднимаете на круговые спицы петли, по кругу вяжете. Тоже на высоту 3 сантиметра. Резинку планочкой. Вот это количество петель, которое поднимается у вас здесь, тоже оно, в общем-то, приходит понимание с опытом. Но обычно это составляет на разный размер от 80 до 90 петель при нашей плотности, девочки. Просто из своего опыта исходя говорю. Да? Тоже, конечно, зависит от глубины вот этого выреза. Чем больше глубина по переду выреза, тем количество петель больше должно быть. Да? Вот. Поэтому по наитию, как бы говорится, да, если набрали, допустим, 86, да, и что-то там показалось вам много, мало, да, лучше перевязать. С опытом приходит это понимание. В общем, имейте это в виду. Ну, а теперь на этой ноте я, наверное, заканчиваю свое объяснение. Все вы почитаете в виде текста под видео. Часто спрашивают у меня в описаниях, что обозначает, например, вот когда я объясняю вырез скоса, да, плеча, что-то, например, что это такое 1 на 5, да, у меня вот такой вот есть, вот такое вот слово, скажем так, да, что оно обозначает? Это значит, что вы один раз закрываете 5 петель. Да? Дальше идет, например, такое закрытие при скосе плеча будет там 5, вот, допустим, вот так будет выглядеть. Да? Что это обозначает, расшифровывая? Это значит, вы 5 раз в каждом втором ряду закрываете по 6 петель. Вот этот нюанс хотела вам рассказать, уточнить, кто не знает. До новых встреч, желаю вам удачи!